Дорогие друзья, приветствую вас на канале Разумная медицина, доктор Евдокименко. И тема нашей сегодняшней программы – как быстрее восстановиться после перенесенного коронавируса. Подчеркну, речь пойдет не о самой болезни, а именно о восстановлении после нее. Вообще я больше не планировал возвращаться к теме коронавируса, но очень много наших переболевших зрителей задавали вопросы. Как восстановить потерянное обоняние после болезни? Что делать, если теперь уже несколько недель скачет температура? Что делать, если осталась одышка, сильная слабость и как восстановить пострадавшие легкие? Про легкие мы уже рассказывали в других наших программах, но на случай, если вы их не смотрели, к концу сегодняшней программы мы еще раз скажем об этом несколько слов. А начнем мы беседу с повышенной температурой, хотя это и не самая частая проблема после перенесенного коронавируса. Тем не менее, у некоторых людей, которые переболели коронавирусной инфекцией, после этой болезни в течение какого-то времени скачет температура. Она может то повышаться, то понижаться. Ну, скажем, у человека может оставаться температура 37,2, 37,4, потом она то повышается в течение дня, то понижается. И многие люди, у которых возникает такая проблема с температурой, спрашивают, означает ли это, что человек еще болен? Нет, дорогие друзья, такая температура, то есть скачущая температура после болезни, чаще всего означает, что произошли некие нарушения в центре терморегуляции. И я хочу подчеркнуть, что это явление временное чаще всего и обычно в течение месяца, ну в редких случаях в течение 2 месяцев, такая повышенная температура уходит. То есть температура постепенно нормализуется. То есть еще раз подчеркну, обычно это временное нарушение терморегуляции и постепенно температура сама придет в норму. Но если мы хотим, мы можем этот процесс восстановления нормальной температуры ускорить. Что для этого нужно сделать? Да ничего сложного. Если вам позволяет состояние здоровья, то просто нужно больше двигаться. Нужно гулять, нужно делать какую-то гимнастику. В общем, нужна физическая активность. Это ускорит восстановление центров терморегуляции. Тут как раз съемочная группа от меня требует подробностей, а каким же видом активности все-таки нужно заниматься. Да практически любым. Просто нужно двигаться. Хотите гуляйте, хотите бегайте, если суставы позволяют, играйте в бадминтон, делайте какие-то разные гимнастики, плавайте. Просто нужно больше двигаться. И теперь мы плавно перейдем к проблеме номер 2. Потеря обоняния. Некоторые люди после перенесенного коронавируса перестают чувствовать запахи. Но, к счастью, и в данном случае нужно просто время. В большинстве случаев обоняние восстанавливается само. Иногда за 1, 2 или 3 недели, иногда за месяц, в редких случаях за 2-3 месяца. Но понятно, что чаще всего этот процесс восстановления обоняния мы хотим ускорить. Можно ли это сделать? Можно ли сделать так, чтобы чувствительность к запахам вернулась скорее? Да, это возможно. И тут опять в процесс съемок вмешивается съемочная группа, задает вопрос, а вот вкус, потому что у некоторых людей, перенесших коронавирус, теряется и вкус. Восстановится ли он? Да, он тоже восстанавливается сам. Но хотел бы сказать, что на процесс восстановления вкуса повлиять довольно трудно, а вот на восстановление обоняния повлиять можно. То есть мы можем этот процесс ускорить. И о том, как это сделать, я вам сейчас расскажу. В интернете на эту тему сейчас довольно много советов. Но самый частый совет звучит так. Если вы хотите скорее почувствовать запахи, нужно тренировать свой нос, нужно нюхать что-то вам знакомое. Например, очень много советов пытаться ловить запахи кофе, нюхать духи. И эти советы действительно могут сработать, но с моей точки зрения есть методы более сильные. Например, если у вас нет аллергии к этому лекарственному растению, можно использовать эвкалипт. В аптеке можно приобрести настойку эвкалипта. И нужно будет делать ингаляцию с этим лекарственным растением. Вы наливаете в стакан только что вскипяченную горячую воду и капаете туда 10-15 капель настойки эвкалипта. И просто дышите над этим стаканом, ну, скажем, 1, 2, 3 минуты. Или дышите раствором с настойкой эвкалипта через паровлажный ингалятор. Благо, такие ингаляторы можно купить в аптеках по очень низким ценам. Если вы купили не настойку эвкалипта, а листья эвкалипта, они тоже продаются в аптеках, то вы делаете отвар и несколько минут дышите над кастрюлькой с этим отваром. Но, конечно, при условии, если у вас нет противопоказаний и если, еще раз повторюсь, нет аллергии на это лекарственное растение. А вот о противопоказаниях будет рассказано в статье, и ссылка на эту статью будет дана под нашим сегодняшним видео. Чем еще хорош эвкалипт? Когда вы лечитесь
эвкалиптом, когда вы им дышите, вы тем самым не только восстанавливаете обоняние, но вы еще и подлечиваете свои пострадавшие легкие. Если вам по каким-то причинам не подходит метод с эвкалиптом, можно использовать прибор, приборы эти продаются в аптеках, который называется небулайзер. Мы о таком приборе рассказывали в наших программах, вы можете эти программы посмотреть. Но я хочу подчеркнуть, что небулайзер нужно использовать не в сам момент болезни, в данном случае, а именно при восстановлении после нее. В данном случае в небулайзер мы наливаем физраствор, который продается в аптеках, он стоит копейки, и этим физраствором дышим. Таким образом очищается и нос, очищаются наши легкие, то есть, опять же, комплексное оздоравливающее действие. Но давайте рассмотрим вариант, когда вам по каким-то причинам не подходит эвкалипт, и небулайзер вы тоже купить не можете. Что делать в этом случае? Мы берем тот же самый физраствор, который в аптеках стоит копейки, берем пипетку и 2 раза в день закапываем в каждую ноздрю несколько капель физраствора. Закапали, немножко подождали, потом тщательно высморкаться. Вот такое закапывание ускорит процесс восстановления слизистой носа. Только в данном случае физраствор нужно закапывать в нос не глубоко, а то некоторые люди стараются закапать поглубже, но вот этого делать не надо. Закапываем его не глубоко в нос. Но, предположим, вам не хочется покупать в аптеке физраствор, тогда можно сделать еще проще. Берем стакан теплой, но не горячей, кипяченой воды. В этот стакан мы насыпаем пол чайной ложки обычной соли. Добавляем 1 капельку йода, если у вас нет аллергии на йод. И вот этот полученный раствор пипеткой мы также закапываем в нос. Несколько капель, подождали, потом высморкались. Напоминаю, закапываем не глубоко. То есть делаем так же, как мы делали бы это с физраствором. И делаем это на протяжении нескольких дней. Это поможет слизистой носа скорее восстановиться. И опять в процесс съемок вмешивается наша съемочная группа. Ребята задают вопрос, сколько дней все это делать? Еще раз повторю, любую из перечисленных процедур мы делаем на протяжении нескольких дней. Но давайте возьмем за отсчет примерно 1 неделю. Что еще можно сделать для более быстрого восстановления обоняния? Нужны витамины группы В. В сезон это могут быть фрукты, овощи в больших количествах. Это могут быть продукты пчеловодства, перга или пыльца. Или можно покупать витамины в аптеках. Собственно говоря, практически подойдет в этом случае любой вариант. И, как всегда скажу, только в том случае, если у вас на эти витамины нет аллергии. И теперь расскажу об одном методе, с помощью которого мы убьем сразу несколько зайцев. Мы ускорим восстановление обоняния, ускорим восстановление легких и ускорим восстановление терморегуляции. И что же это за метод? Это специальные упражнения для легких. Не дыхательно, а именно упражнения для легких, о которых мы рассказывали в одной из наших программ. И ссылка на эту программу будет дана под нашим сегодняшним роликом. Вот упражнения для легких в данном случае очень важны, потому что еще, помимо всего прочего, эти упражнения ускорят устранение слабости, которые появляются после болезни. И как вы понимаете, с затруднением дыхания, которое появляется у некоторых людей, переболевших коронавирусом, эти упражнения тоже помогают справиться гораздо быстрее. И теперь о восстановлении легких после перенесенного коронавируса. И здесь у меня для вас скорее хорошие новости. Как я уже говорил, в большинстве случаев, подчеркиваю, случаев, легкие после перенесенного коронавируса довольно быстро восстанавливаются, особенно если им помочь теми же самыми упражнениями и другими методами. А вместе с улучшением работы легких уходит слабость, восстанавливается сила. И одышка постепенно уйдет, и физическую нагрузку через какое-то время человек снова будет переносить нормально. И одна напоминалка, о которой я уже не раз говорил в наших программах. Для более быстрого восстановления легких, для сурфактанта легких, организму нужны животные жиры. В период восстановления нужно ежедневно съедать либо 20 грамм качественного сливочного масла, либо небольшой кусочек сала. То есть животные жиры организму в этом периоде нужны ежедневно. Дорогие друзья, и это на сегодня все. Делитесь этим видео со своими друзьями и знакомыми, со всеми, для кого это актуально. И обязательно обратите внимание на ссылки под роликом. Там будет очень много полезной информации по теме коронавируса. Да, и как всегда мы просим, если вы пользуетесь нашими советами, пожалуйста, напишите нам в комментариях под роликом о своих результатах. Это будет важно и для нас, и для многих других наших зрителей. А мы желаем вам всего доброго, будьте здоровы и подписывайтесь на наш канал.